Диана Анкудинова, реакция Feeling Good. Ребята, всем привет, с вами Орлеана. Ребята, сегодня по горячим следам записываю еще одну реакцию на исполнение Дианы Анкудиновой песни Feeling Good. Меня очень многие подписчики попросили сделать реакцию на исполнение именно на теплоходе, где Диана Анкудинова спела. Если смотрите мой канал, то видели, на прошлой неделе я выпустила видео также на эту песню. Кстати, более популярное видео, если смотреть по просмотрам, но оно, видимо, не всем так нравится, как именно то видео, которое я хочу посмотреть именно сейчас. Как раз многие подписчики отметили, что именно вот в этом исполнении на теплоходе Диана прям показала максимальные свои возможности голоса. И все вот эти вот моменты, которые были, например, раньше что-то не отработано, то здесь она уже прямо очень классно все доработала, и голос звучит потрясающе, и вообще в целом композиция более такая завершенная и более взрослая. В общем, давайте смотреть, исполняя ваши желания, подписчики. Поэтому, если вы еще вдруг не подписаны на мой канал, то обязательно подпишитесь, чтобы не пропускать самые полезные, интересные реакции и видео по вокалу от меня. И если вам понравится это видео, обязательно поделитесь им со своими друзьями в социальных сетях. Это поможет развитию моего канала. Буду очень вам благодарна за это. Итак, погнали, смотрим песню. Это будет премьера моей самой любимой и самой сложной для меня песни. Зайка. Да, здесь слышно уже, конечно, что она доработала какие-то вещи. И, кстати, ребята, знаете что? Тембрально, вот сейчас звук немножко по-другому как-то. Такое ощущение, что здесь она еще больше его расширяет. То есть он такой вот, ну, очень прямо, очень объемный. И прям вот слышно, как она, когда она говорит, вот у нее обычная позиция, да, не ощущается же, что голос такой низкий, она же вот не говорит вот так вот все время. А петь она начинает именно вот так. Ну, это вот ее фишка, которую нашла. Кстати, да, сейчас было более аккуратно. Там, конечно, ход такой очень сомнительный. Такой аккуратный там надо. Вот сейчас она его глаже спела намного, уже видно, конечно, что отработано. Ребята, кстати, здесь хочу отметить, что действительно видно, что с ней уже отработали какие-то вещи, потому что сразу видно, что она дышит правильно. Ну, там на том видео издалека было не видно конкретно, как вот она там дышит, но было действительно слышно, что она как бы эксплуатирует свой голос. Из-за того, что он у нее очень мощный, она его использует на полную катушку, а как бы опору не подключает. То здесь прямо видно, что она уже включает технику, и молодец. Намного, кстати, стало даже как-то сглаженнее все это звучать, да? Видите, нету каких-то острых углов. Да, молодец. Прям голос как-то, видите, стал уже более глубокий. Он как бы и был глубокий, но он сейчас такой вот как-то облагородился, и вот по форме, вот если он был такой очень широкий, да, то сейчас в него еще какая-то вертикаль добавилась, вот правильно. Просто в вокале, да, есть как бы терминология, что вот академическое пение — это как бы в основном вертикаль мы соблюдаем, эстрадное — это горизонталь, а правильное пение — это когда и то, и другое. Ну, в смысле, академическое правильное, просто там своя техника, да, имеется в виду, но эстрадное, когда дается только горизонтали без вертикали, это вот мы обрезаем все абсолютно. Вот, и здесь прямо чувствуется, что у нее есть и вертикаль, вот это, и горизонталь, и вот прям конкретный рост. Сейчас, наверное, еще круче ее споет. Вот, да, и нету, знаете, таких перепадов резких. Очень стабильно, очень хорошо по этим фразам ходит, и нету каких-то вот, знаете, вот как вот у меня в том видео был, боязнь возникала, что справится она, не справится, сорвет она, не
очень благородно теперь стало звучать, как-то вот широко. Вот. И по интонации все стало намного глаже, все стало более профессионально, да, и по звуку, и по интонации. Ну, то есть молодец. И дышит она теперь хорошо. Вот я не знаю, сколько она там занималась. Конечно, контраст прямо очень сильный. Кстати, это место я тоже помню из того. Хорошо, что я по горячим следам записываю вот это второе видео. Здесь прикрыто немного, более так прохладный такой звук. И это звучит намного гармоничнее в этой песне, да. Сама песня, она как бы немножко зловещая такая, да. То вот здесь вот это вот еще в эту зловещесть добавляется вот немного прохлада. И она не выпячивает, так скажем, звук. Вот в том видео, вот, да, все, подобрала правильное слово, там было немножечко как бы выпячивание голоса вперед. То здесь нет. Здесь он просто вот остается, какой он есть. То есть вот сейчас он звучит более природно, более естественно, чем в том видео. Так что не зря вы, ребята, действительно мне это сказали, что надо вот это видео посмотреть. Вот, и мелизмы хорошо. Угу. Ну, все то же самое. Здесь, смотрите, тоже вот этот вот крик был у нее, да, шаут. Но тут он прозвучал действительно не так резко, как в том видео, потому что в том видео я даже, честно говоря, испугалась за ее голос. Думаю, да поет ли она после такого крика. То здесь видно, да, что это уже доработано, и это у нее как прием. Так сильно не начинаешь переживать за голос. Да, ребят, не зря, конечно, вы мне сказали, что надо было вот это видео смотреть, но, пожалуй, даже вот если в сравнении, да, кому интересно, наверное, это даже получилось еще лучше, потому что вот сразу виден вот этот вот вокальный рост и вот эта разница, что Диана не сразу вот так вот пела, да, а все-таки был какой-то еще промежуточный момент с того, что вот она как бы от природы, вокалистка, природница, да, у нее мощь вот именно от природы ей дана, вот этот талант. Но при этом, просто если так продолжать петь на одной природе, как известно, голос – это очень тонкая материя, и его можно сорвать, потерять, заработать узлы на связке, несмыкание и так далее, если просто эксплуатировать природу. Вот для чего нужна техника вокальная? Для того, чтобы пользоваться голосом безопасно, без срывов и петь вот такие вот сильные песни. Собственно, чем и занимаются на уроках вокала, да, скорее это обезопасить свою природу. Ну, кому-то нужно прямо с нуля поставить. Ну, в общем, ладно, не будем ходить в дебри. Кстати, вот это место, я помню еще с того видео, там оно мне тоже понравилось. Чуть-чуть, конечно, она поднадавила на эту верхнюю ноту, на микстовую. Почему-то в том видео у меня как раз не возникло это ощущение. Но в целом они примерно одинаковые, получается. Да? То есть она все предыдущие моменты, которые были недоработаны, она подогнала вот под этот уровень, вот в этой фразе, которая был спет еще на том видео, да, если смотреть. И оно стало намного профессиональнее, глаже и ярче. Я хоть за нее так не переживаю, как тогда, когда смотрела. Да, ребята, однозначно, конечно, вот в этом видео, когда она спела 8 июля 2017 года, если помните, там было какое-то 21 мая 2017 года. Прошло всего лишь 2 месяца, и Диана так уже доработала эту песню, представляете? Вот, то есть было 2 месяца назад вот так, и за 2 месяца она просто сделала что-то невероятное, невероятный скачок в вокальной технике. Поэтому умничка, я прямо вот
поражена, конечно, тем, как она обучаема, как она быстро растет. Видимо, ей попался хороший педагог, который проработал с ней тогда вот эти вот моменты, и уже даже как-то голос стал звучать более по-взрослому. За 2 месяца талантливый вокалист может так сильно видоизменить свой голос и так сильно доработать какие-то места в песнях, которые раньше не получались. Так что молодец, умничка просто. И не надо мне писать, что взяли бы еще 8-летнюю Диану, 3-летнюю, где невозможно слушать. Ребята, тут прошло всего 2 месяца, понимаете? 2 месяца. Там был май 2017 года, здесь июль 2017 года. Ну, даже 1,5, если вот так вот в числа вдаться, да? Поэтому не надо мне писать, что взяли бы еще. Давайте пожелаем Диане дальнейших успехов, дальнейшего продвижения в ее карьере на российской и мировой сцене. В мире очень много интересуется Дианой, да, если посмотреть, сколько реакций записано на эту песню именно иностранцами, то можно сказать, что у Дианы очень большое будущее, чего мы ей и пожелаем. Ребята, если еще не подписаны на мой канал, обязательно не забудьте подписаться и поделиться этим видео со своими друзьями в социальных сетях. Я буду вам очень признательна, это помогает развитию моего канала. Ну что ж, ребята, я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если понравилось, обязательно напишите тоже в комментариях, да. И также оставляйте свои заявки. С вами была сегодня, как всегда, Орлеана. Всем хорошего дня и до встречи!